Приветствую всех на моем канале, и мы продолжаем вязать платье-сарафан Бель. Это третья часть. Ссылки на первую и вторые части вы найдете в описании или же на моем канале. В этой части мы довяжем основным узором длину платья, сделаем красивую обвязку, и наше платье будет готово. Итак, подписывайтесь, кто еще по каким-то причинам на меня не подписался. Не забудьте поставить лайк, мне будет очень приятно. Не забывайте писать комментарии. А теперь давайте приступать к вязанию. И вот я провязала определенную длину платья. Я буду вязать платье мини, и у меня вот до середины бедра получилась длина. И я решила, что я буду вязать платье вот таким образом. Наши лямочки я провяжу вот определенную длину. Далее я провяжу вот этот ряд провязки. И обвязку низа я сделаю какой-нибудь такой воланчик красивый. Мы с вами свяжем. Итак, вы каждый для себя провязываете определенную длину, какая вам необходима. И сейчас мы будем переходить к ряду провязки. Напоминаю, что здесь у нас мы вязали вот по этой схеме. Здесь у нас раппорт был 6 петель. И далее мы будем переходить на ряд провязки, будем вязать вот по такой схеме. Здесь у нас раппорт будет равен 16 петлям. Поэтому что нам нужно сделать? Сейчас мы провяжем последний ряд столбиками без накида, обвяжем. И обвязывать мы его будем вот таким образом. Я сейчас нарисую вам по схеме. Вот мы закончили с вами последний ряд. И сейчас красной ручкой я нарисую и покажу, приближу, как мы будем обвязывать. Вот у нас 3 столбика. Мы провяжем сюда столбик без накида, сюда, сюда. Вот 3 столбика мы провязали, сюда провяжем. Здесь мы вязали 3 воздушные петли. Под 3 воздушные петли мы провяжем 2 столбика без накида. И сюда столбик. Опять сюда столбик, сюда, сюда. В этот столбик, столбик без накида. Под 3 воздушные петли 2 столбика. И сюда. Таким образом, чтобы у нас не стягивало ряд, потому что если мы будем под 3 воздушные петли провязывать один столбик без накида, у нас последний ряд он несколько будет стянутый. Поэтому под 3 воздушные петли мы вяжем 2 столбика без накида. И давайте сейчас я вам покажу, как у нас это будет выглядеть. Я провязала одну воздушную петельку на подъем и в эту же петлю провязала столбик без накида. И начинаю вязать в этот столбик, столбик без накида, в следующую петлю столбик без накида и в следующую петлю столбик без накида. И вот мы подошли. Итак, вот сюда мы вяжем в этот столбик, столбик без накида. Вот наши 3 воздушные петли. Сюда мы вяжем 2 столбика без накида. И в этот столбик, столбик без накида. Сюда первый, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий. В этот столбик, столбик без накида, 2 столбика в 3 воздушные петельки и сюда столбик без накида. И так мы провязываем до конца ряда. Когда мы провяжем этот ряд, вот так у нас должно получиться, мы провязываем сейчас петли и считаем, сколько у нас петель вместе вот с прибавкой получается. Мы провязываем последний вот этот ряд и просчитываем, сколько у нас столбиков без накида получилось. Далее мы будем переходить вот на эту схему с вами провязывать будем. Это у нас будут ряды провязки. И у нас раппорт 16. В следующем ряде у нас нужно будет подвести петли под кратность, равную 16. Мы должны будем следующий ряд провязать также столбиками без накида и подвести петли под кратность узора, равного 16 петель. Я думаю, вам понятно, как провязывать, как добавлять петли. То есть вы просчитаете в последнем ряде количество петель и посчитайте, сколько вам петель необходимо добавить.
Распределяем столбики равномерно по всей окружности нашего платья, чтобы у нас равномерное распределение было добавочных петель под кратность нашего раппорта. Итак, мы сейчас провязываем ряд столбиков без накида. В следующем ряду опять же провязываем столбики без накида, добавляем под кратность раппорта равного 16. Это второй ряд у нас будет. И в третий ряд мы вяжем столбики с одним накидом, уже ничего не добавляя, а по добавленным петлям, подведенному раппорту 16, мы провязываем столбики с одним накидом. Вот сейчас мы провязываем ряд столбиков без накида, и в этом ряде мы просчитываем петли. Следующий ряд мы вяжем также столбики без накида и добавляем необходимое количество петель, равномерно распределяя их. В этом ряде мы добавляем петли. Следующий ряд мы провязываем столбиками с одним накидом. Можно провязать весь ряд столбиками с одним накидом. Можно провязать столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Тем самым платье у нас будет воздушнее. Кто захочет провязать так, а кто-то, может быть, захочет провязать весь ряд столбиками с одним накидом. Поэтому нам нужно провязать вот эти 3 ряда. И вот я провязала 2 ряда столбиков без накида и ряд столбиков с одним накидом. Я подвела петли под кратность раппорта равна 16. И сейчас мы начнем провязывать вот эти ряды. И всего у нас раппортный шаг 4 ряда. И мы начинаем вязать первый ряд. Мы будем начинать с 3 воздушных петель подъема на ряд. 3 воздушные петли на ряд, они у нас будут заменять один столбик с накидом. Чтобы было более понятно, сейчас я придвину и объясню вам схему. Мы провязали 3 воздушные петли, это столбик с накидом. Далее идет арочка и циферка 5. Это значит, что мы будем вязать 5 воздушных петель. Далее 1, 2, 3, в 4-ю петлю мы провяжем столбик без накида. Далее опять 5 воздушных петель. И 1, 2, 3, в 4-ю петлю мы вяжем столбик с накидом. Далее 1, 2, 3, в 4-ю петлю. Опять мы все вяжем в 4-ю петлю. У нас шаг 4 петли. Арка из 3 воздушных петель. И в 4-ю петлю мы вяжем 3 столбика с одним накидом, далее 3 воздушные петли и опять в эту же петельку 3 столбика с общей вершиной в одну и ту же петлю, петлю основания. То есть у нас 3 столбика с общей петлей основания и с общей вершиной. Опять 3 воздушные петли, в 4-ю петлю столбик с одним накидом и повторяем. Итак, давайте провязывать. Я провязала 3 воздушные петли, это у нас один столбик с накидом. Далее мы провязываем еще 5 воздушных петель. Я провязала 3, провязываю еще 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3, в 4-ю петлю провязываю столбик без накида. Далее опять провязываю 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 воздушных петель и в 4-ю петлю столбик с одним накидом. Накид на крючок. 1, считаем 1, 2, 3, в 4-ю петлю провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Далее провязываем 3 воздушные петли и в 4-ю петлю провязываем вот такую шишечку. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петли, делаем накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3 в 4-ю петлю, провязываем первый столбик не до конца, накид на крючок.
второй столбик не до конца, оставляем на крючке накид на крючок, в эту же петлю третий столбик, провязываем их вместе, 3 воздушные петли, накид на крючок, и в эту же петлю опять также провязываем 3 столбика с общим основанием и с общей вершиной. Провязала один, не до конца оставила на крючке, накид на крючок, в эту же петлю еще один столбик, на крючке остается накид на крючок, и в эту же петлю третий столбик, 3 столбика на крючке, провязываем их вместе, 3 воздушные петли, провязали, накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, в 4 петлю провязываем столбик с одним накидом. Вот наш раппорт, провязали. И опять повторяем то же самое, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, в 4 петлю столбик без накида, 1, 2, 3, в 4 столбик без накида вяжем, опять 1, 2, 3, 4, 5, накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, в 4 петлю провязываем столбик с одним накидом. Теперь 3 воздушные петли, накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, в 4 петлю провязываем 3 столбика с общим основанием и с общей вершиной. 3 столбика, провязываем их вместе, и 3 воздушные петли, накид на крючок, и в эту же петлю еще точно так же провязываем 3 столбика с общим основанием и с общей вершиной. Провязали 1, 2, 3, накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, в 4 петлю провязываем столбик с одним накидом, 1, 2, 3, в 4 петельку провязываем столбик с одним накидом. Вот так вот у нас должно получаться. И опять вяжем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, в 4 петлю вяжем столбик без накида, и так мы повторяем до конца ряда. Мы сильно туго не вяжем, не стягиваем, у нас должно быть свободно и воздушное вязание получаться. Провязываем до конца ряда и будем соединять ряд. И вот я довязала ряд до конца, и в конце ряда у меня получается вот эти лепесточки. И сейчас я буду закрывать ряд. Я провязала последний лепесток и провязываю вот одну воздушную петлю, вторую, третью, и теперь соединяю. Вначале мы начинали вязать, провязывали 1 столбик с накидом и 5 воздушных петель. Вот эту часть раппорта мы вязали. Поэтому сейчас мы провязали, находим 3-ю воздушную петельку, потому что это у нас 1 столбик с накидом был. В 3-ю воздушную петельку вводим крючок, подхватываем рабочую нить и соединяем. И вот так у нас получилось завершение раппорта. И что хочу сразу показать. Вот смотрите, в начале раппорта я вам показывала, что мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Вот я показывала. Потом я решила изменить немножечко высоту ряда. И далее я провязывала все столбики с 2 накидами. Разница тут не особо получилось, но тем не менее видите, да, вот этот раппорт у меня он чуть повыше, этот чуть пониже, поэтому на ваше усмотрение здесь можно провязывать и столбики с 2 накидами, если вы хотите, чтобы ряд получился повыше. Поэтому я в своем случае буду провязывать столбики с 2 накидами. Вот так вот у меня это будет выглядеть. Тут кот ко мне пришел помогать. Вот, поэтому я провязываю столбики с 2 накидами. И сейчас мы будем переходить на вязание второго ряда.
второй ряд мы также начинаем с 3 воздушных петелек на подъем. Это у нас будет считаться за столбик с накидом. Провязали столбик с накидом, и далее мы видим, что мы должны вязать. Сначала мы провязываем 4 воздушные петельки, далее будем вязать 2 столбика с одним накидом. Потом опять вот под эти арочки мы будем вязать с одной петлей основания один лепесточек вот под эту арку, и второй лепесточек под эту арку. И потом опять у нас такой как бы лепесточек будет получаться, будем вязать вот сюда. Итак, давайте провязывать. Я провязала 3 воздушные петельки на подъем, и теперь буду вязать вот эту часть. Я провязываю 1, 2, 3, 4 воздушные петли, делаю 2 накида на крючок. И вот смотрите, мы 3 воздушные петли на подъем провязали. Это у нас за столбик с накидом. Сделала накид на крючок и ввожу крючок в 4-ю петлю. 1, 2, 3, 4 в 4-ю петлю, ввожу крючок и провязываю столбик с 2 накидами. Если вы вязали вот в первом ряду столбики с одним накидом, то здесь точно так же провязывайте столбик с одним накидом. Вот я провязала столбик с 2 накидами, оставила на крючке, опять делаю двойной накид и в эту же петлю провязываю второй столбик с накидом, не до конца оставляю на крючке. Вот получается у меня как бы первый, вот 4 воздушные петли я провязала первый, это второй, третий, и я провязываю их вместе. Все, провязала. Вот у меня получился как бы один лепесточек, это вот эта часть. Далее буду вязать под арку из 5 воздушных петель этот лепесток. И все это у нас, вот это и вот эта часть, они у нас все с общей вершиной получаются. Далее делаю двойной накид на крючок и вяжу вот под эту арку. Первый столбик оставляю на крючке, двойной накид, сюда же провязываю. Второй столбик оставляю на крючке, двойной накид, сюда же. Третий столбик. И провязываю. Вот у меня получился первый на крючке и второй столбик на крючке, то есть лепесточек. Теперь буду третий лепесток также вязать. Двойной накид на крючок под эту арку. Провязываю первый столбик, двойной накид на крючок, второй столбик, 2 столбика на крючке, до конца их не провязываю. Двойной накид на крючок, третий столбик. Теперь эти 3 столбика я провязываю, провязали, и теперь мы их провязываем вместе. То есть вот эти 3 лепесточка мы провязываем вместе. Теперь из вот этой общей вершины мы провязываем, вот циферка 4, провязываем 4 воздушные петли. Провязываем 1, 2, 3, 4, провязали 4 воздушные петли. И теперь сюда же, в эту петлю основания, провязываем 2 столбика с 2 накидами. Делаем двойной накид на крючок и в эту же петлю, вот можно прям под эти все петельки, провязываем столбик с 2 накидами, не до конца оставляем на крючке. Опять двойной накид на крючок и сюда же провязываем второй столбик. Вот у меня получилось 3 столбика, я их провязываю вместе. Провязала, делаю накид на крючок, и теперь вы видите, что мы провязываем столбик с одним накидом в столбик с одним накидом предыдущего ряда. Вот в этот столбик. Столбик с одним накидом. И вот у нас вот таким образом получается вот такой лепесточек. Далее мы вяжем арочку из 3 воздушных петель. Вот в эти 3 воздушные петли предыдущего ряда провязываем столбик без накида, опять 3 воздушные петли и столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Провязываем 1, 2,
3 воздушные петли. Вот у нас 2 лепесточка, сюда мы провязываем столбик без накида. Опять 1, 2, 3. И столбик с накидом предыдущего ряда. Вот мы провязали вот такой раппорт. И опять повторяем то же самое. Опять мы провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Я делаю двойной накид на крючок и в первую петельку провязываю не до конца столбик с 2 накидами, оставляя на крючке. Опять двойной накид на крючок, в эту же петельку еще 1 столбик с 2 накидами. Оставляем на крючке. Вот. И провязываю их вместе. Провязала. Двойной накид на крючок. Вот под эту арочку провязываю 3 столбика с 2 накидами. Первый, второй и третий. Провязываю 3 столбика. Вот у меня 1 лепесточек на крючке и второй. Опять двойной накид на крючок. Теперь уже вот под эту арочку я провязываю первый столбик с 2 накидами, не до конца оставляя на крючке. Сюда же второй столбик. И сюда же третий столбик. Провязываю. И провязываю их все вместе. Вот так у меня 3 лепесточка. Отсюда провязываю 4 воздушные петельки, провязала, делаю двойной накид на крючок и вот в первую петельку, либо под эти все петельки провязываю столбик с 2 накидами, оставляя на крючке, не до конца его провязываю, опять двойной накид на крючок и в эту же в начальную петельку провязываю еще 1 столбик с 2 накидами. И провязываю их вместе. Накид на крючок и столбик с 1 накидом, столбик с 1 накидом предыдущего ряда провязываю. Вот так у нас должно получаться. Опять 1, 2, 3, 3 воздушные петли, столбик без накида, вот в арочку из 3 воздушных петель. Опять 1, 2, 3, накид на крючок, столбик с 1 накидом. И вот так у нас должно получиться, и мы повторяем до конца ряда. Я подошла к концу ряда, вот мы в начале вязали наш раппорт, вот эту часть мы провязывали, и в конце ряда мы начинали вот этим раппортом, и у нас должно закончиться вот концом раппорта. То есть вот это начало, это конец. Из 2 частей у нас раппорт состоит. Начинали мы отсюда, заканчиваем здесь. И вот я провязала 3 воздушные петли, соединила сюда, провязала 3 воздушные петли, и теперь мы соединяем. Вот начало раппорта, 3 воздушные петли на подъем мы вязали, соединяем соединительной петлей в 3-ю воздушную петлю подъема. Все, ряд мы закрыли. Это мы провязали второй ряд, и теперь мы начинаем, первый провязали, второй провязали, начинаем вязать третий ряд, также с 3 воздушных петелек подъема. И хочу обратить внимание, что бывает, что некоторые девочки вяжут плотно. Если вы вяжете плотно, вы можете вот это количество петель, воздушных петель, увеличивать. Например, вот здесь провязывать не 3 петельки, а 4. Сейчас вот тут мы будем вязать по 3 воздушные петли, а здесь по 5. Если вы смотрите, что у вас несколько стянуто получается, добавляйте по 1 петельке, допустим, 4, 4, 4, 6, 6. То есть, если у кого-то туго получается, тугое вязание и слишком стянуто, то вот именно в этих арочках можно по петельке добавлять. Итак, мы начинаем вязать с 3 воздушных петель подъема. 1, 2, 3 петелька подъема. Далее 3 петли воздушные на ряд. И далее вот сюда, вот в серединку нашего
цветочка, так назовем его, мы провяжем лепесточки. Вот один лепесток, 3 воздушные петли и сюда же еще один лепесток. Из 3 столбиков я вяжу с 2 накидами. Потом мы провязываем 3 воздушные петли и столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Далее 5 воздушных петель, столбик без накида в столбик без накида, 5 воздушных петель и столбик с накидом в столбик с накидом. Итак, провязала 3 воздушные петли, далее вяжу 3 петли еще на ряд, еще 3, 1, 2, 3, и начинаю вязать лепесток. Я делаю 2 накида и в серединку вот сюда начинаю провязывать первый столбик, сюда же второй столбик, 2 накида, сюда же третий столбик. И провязываю вместе 3 воздушные петли, двойной накид на крючок и сюда же опять еще я вяжу 3 столбика с двойным накидом с общей вершиной и с общим основанием. Второй столбик и сюда же третий столбик. Вот я провязала, у меня 3 столбика на крючке, провязываю их вместе, 3 воздушные петельки, накид на крючок и столбик с одним накидом в столбик с одним накидом предыдущего ряда. Вот у нас получился вот такой цветочек. Далее мы провязываем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. И вот в этот столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок и в столбик с накидом предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Вот так. Провязали и повторяем опять этот же раппорт. 1, 2, 3 воздушные петли, двойной накид. И в серединку провязываю 3 столбика с 2 накидами. Три воздушные петли, двойной накид на крючок и сюда же еще вяжу первый, второй и третий. 3 столбика, провязываю вместе 3 воздушные петли, накид на крючок и столбик с одним накидом, столбик с накидом предыдущего ряда. 5 воздушных петель, столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда, 5 воздушных петель и столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. И вот так у нас должно получаться. Провязываем ряд до конца и завершаем ряд соединением в 3-ю воздушную петельку подъема соединительной петелькой. В конце ряда я провязываю последнюю часть раппорта, 5 воздушных петель и соединяю в 3-ю воздушную петельку подъема. Все, я провязала 3-й ряд. И теперь мы начинаем вязать 4-й ряд, и он у нас также будет начинаться с 3 воздушных петель подъема. Начинаем провязывать 3 воздушные петельки подъема. Далее вяжем 3 воздушные петли, вот эту арочку, столбик без накида, вот в эту арку предыдущего ряда. Опять 3 воздушные петли, столбик с накидом. Напоминаю, кто вяжет туго, вы можете здесь провязать по 4 петельки. Столбик с накидом предыдущего ряда, 4 воздушные петли и провязываем лепесточки вот в эти арочки предыдущего ряда. Провязываем 1 и 2, опять 4 воздушные петли и столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Итак, я провязала 3 воздушные петли на подъем, еще вяжу 3 воздушные петли на ряд и вот в эту арочку провязываю столбик
без накида. Далее провязываю опять 3 воздушные петли, провязала 3 воздушные петельки и накид на крючок, провязываю сюда столбик с одним накидом. Провязала. Далее я вяжу 1, 2, 3, 4 воздушные петли, делаю накид двойной на крючок и вот в эту арку провязываю первый столбик, сюда же второй столбик и сюда же третий столбик. Провязываю вместе, двойной накид на крючок и в эту арку провязываю также 3 столбика. Первый, сюда же второй и третий. И теперь провязываю все вместе. И вот так у меня получилось 2 лепестка. Опять 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, накид на крючок и столбик с одним накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Вот так у нас должно получаться. И опять повторяем 3 воздушные петли, в эту арочку провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, столбик с накидом предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 4 воздушные петли, накид на крючок и в арку провязываем 3 столбика с общей вершиной. Провязали, не закрепляем, накид на крючок и в следующую арку провязываем 3 столбика с общей вершиной с двойным накидом. Провязали и теперь провязываем все вместе. 4 воздушные петли и столбик с одним накидом, столбик с накидом предыдущего ряда. И вот таким образом провязываем ряд до конца и соединительной петелькой соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема. Я завершила последний ряд, соединила в 3-ю воздушную петельку подъема. И вот так у нас получился такой ряд провязки. И теперь что мы будем делать? Смотрите. Итак, сейчас мы начнем последний ряд провязывать, то есть подводить петельки, и когда я провяжу вот этот ряд, вот эти вот столбик, воздушная петля, столбик, далее я опять провяжу ряд столбиков без накидов в каждую петельку и несколько рядов столбиков, ряд столбиков с одним накидом, и далее провяжу несколько рядов столбиков без накида. А сейчас давайте вязать вот этот 5-й ряд. Мы начнем вязание с 3 воздушных петель подъема. 1, 2, 3 петля, и так как мы будем вязать столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, то еще одну петельку я провяжу на ряд. Провязала. Дальше мы видим, вот мы вязали арочки. Значит, соответственно, мы столбик с одним накидом провяжем в арку, потом столбик с накидом в столбик без накида, еще один столбик в арку. И между каждым столбиком будем вязать по воздушной петле. Итак, одну воздушную петлю на ряд я провязала, накид на крючок. Вот в эту арку я провязываю столбик с одним накидом, воздушная петля, накид на крючок. В столбик без накида провязываю столбик с накидом, воздушная петля, в арочку. Опять столбик с накидом, воздушная петля и в столбик с одним накидом предыдущего ряда столбик с одним накидом. Итак, я провязала столбик с накидом, воздушная петля, накид на крючок, и вот у меня арка. Сюда я провязываю столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда еще один столбик с накидом. Воздушная петля, теперь в серединку, вот сюда в середину раппорта, столбик с одним накидом, воздушная петля, и вот эта арка, сюда также я провязываю столбик с накидом, воздушная петля и еще один столбик с накидом, воздушная петля и в этот столбик, столбик с одним накидом. И еще раз
вот в этот раппорт, где у нас цветок, мы, воздушная петля, сюда в арочку, столбик с одним накидом, воздушная петля, в серединку, столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда воздушные петли, один столбик с накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Воздушная петля, вот в эту арочку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый провязала, воздушная петля, и второй. Воздушная петля, столбик в серединку, воздушная петля, и сюда в арку также 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Мы провязываем этот ряд до конца. Следующий ряд я буду провязывать, когда этот ряд я закончу, соединю в третью воздушную петельку подъема. Следующий ряд я буду вязать столбиками с одним накидом. То есть в каждую петлю я буду провязывать столбик с одним накидом. И весь ряд провяжу столбиком с одним накидом. Далее, после ряда столбиков с накидом, я провяжу несколько рядов столбиков без накида. И далее я покажу вам, как я дальше буду вязать, когда я провяжу вот эти ряды. И я к вам вернусь. И вот я обвязала, сделала обвязку, провязала ряд столбики без накида, ряд столбиков с накидом и ряд столбиков без накида. И теперь я сделаю обвязку низа изделия. Обвязку низа изделия я всегда обвязываю пико. Мне это нравится, уже кто вяжет со мной, знает, что я пико готова обвязывать все, что угодно. Поэтому я вот провязала, у меня последний ряд столбики без накида, и сейчас я буду провязывать пико. Шаг пико вы можете выбирать абсолютно свой, на свое усмотрение. Я слишком чистить не буду. Допустим, сейчас вот с вами вместе буду вязать. Я провязала одну петлю на подъем, провязала первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, допустим, на пятом столбике я начну вязать пико. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель я буду провязывать на пико. Провязала 5 воздушных петель, ввожу крючок вот в первой петельке, подхватываю рабочую нить и провязываю. И опять первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек, ввожу крючок и протягиваю рабочую нить. И повторяю, обвязываю так весь низ платья. Вы точно так же обвязываете, если вы точно так же, как я, вязали со мной такую длину. Вот такая у нас обвязка получается. Сейчас я это обвяжу, низ нашего платья, и будем возвращаться вот к нашей верхней части. Ее мы тоже с вами будем обвязывать, чтобы нам смягчить вот эти вот уголочки. Хотя, в принципе, оно и так смотрится неплохо, но мы все же с вами это будем делать, обвязывать нашу верхнюю часть. Поэтому сейчас мы провяжем низ платья пико и перейдем сюда, я уже к вам вернусь. И вот такая обвязка низа пико у меня получилась. Еще раз напомню, шаг у меня был 6 петель и пико из 5 воздушных петель. И теперь мы будем переходить на обвязку верха. То есть вот эту часть вот вокруг я буду точно так же сейчас обвязывать пико. Буду провязывать столбики без накида и провязывать пико. Для этого я опять беру пряжу, то есть ту пряжу, из которой я вязала вот эти квадратики, и присоединяю ее. Присоединять буду со стороны спинки. Вот я присоединила ниточку, так как эта ниточка у меня толще, чем я вязала основной низ платья, то тут можно количество петель на пико несколько уменьшить. Но это все на ваше усмотрение, в принципе, вы можете вязать так, как вам хочется. Итак, я начинаю провязывать
вот в эти же петли, в которые у меня уже были провязаны столбики без накида. Опять напомню, что шаг между пико вы опять же выбираете сами. Мы вяжем все то же самое. Я здесь также буду вязать из 5 воздушных петель пико у меня будет. И шаг я точно так же оставлю 5 петель, 5 столбиков. Вот первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и 5 воздушных петель на пико. Вот так у меня будет получаться. Поэтому давайте сейчас мы обвяжем и с внутренней стороны, и с внешней. Сделаем обвязку, и когда я обвяжу, я к вам вернусь и покажу уже готовый результат. И вот что у меня получилось. Я сделала обвязку, я обвязала лямочки с пико. Спереди вот по квадрату я сделала обвязку только столбиками без накида. Также и под мышкой я сделала обвязку столбиками без накида. А на лямочках у меня уже обвязано с пико. И вот такое чудесное летнее платьице у нас получилось. Я надеюсь, вам было со мной приятно вязать. И до встречи в новых интересных видео мастер-классах.